Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Вкусно и просто. Сегодня готовим торт Прага. Для теста в чашу миксера разбиваем 2 яйца и взбиваем в легкую пену. Добавляем 200 граммов сахара и взбиваем, чтобы масса увеличилась в объеме. Затем добавляем 1 банку сгущенного молока, это 380 граммов, 400 граммов сметаны, у меня сметана 15% жирности, 100 граммов растопленного черного шоколада комнатной температуры, и взбиваем миксером, просто чтобы масса стала однородной. – 250 граммов муки и 4 столовые ложки какао просеиваем в жидкую смесь. На небольшой скорости перемешиваем миксером. Как только сухая и жидкая смеси начнут соединяться, 2 чайные ложки соды без горки гасим 2 чайными ложками 9% уксуса и добавляем в тесто. Теперь на небольшой скорости перемешиваем миксером тесто в однородную массу. Вот такое получается тесто. Я буду выпекать в разъемной форме, диаметр 24 см. Дно я застелила бумагой для выпечки. Стенки формы ничем не смазываю. Выливаем тесто в форму, слегка прокрутить форму, чтобы при выпечке не образовалась горка. И ставим выпекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов минут 45-50. Ориентируйтесь по своей духовке. Для крема в сотейник разбиваем 2 яйца, добавляем 200 граммов сахара, 2 столовые ложки муки и перемешиваем венчиком. Вливаем 300 мл молока, все хорошо перемешаем и на небольшом огне, постоянно помешивая, завариваем крем. На это уйдет буквально 3-4 минуты. Крем переливаем в мисочку, накрываем пленкой, так чтобы пленка касалась крема, и даем остыть. Вынимаем корж из духовки, готовность проверяем деревянной палочкой. Если сухая, значит корж готов. Даем постоять в форме минут 15-20. Затем проходим ножом вдоль стенок формы. Снимаем кольцо. Корж переворачиваем на доску или решетку. И даем полностью остыть. Корж должен настояться в течение 7-8 часов. – 150 граммов сливочного масла комнатной температуры взбиваем миксером минуты 2-3. Добавляем 3 столовые ложки какао и взбиваем 1-2 минуты. Добавляем остывший крем и теперь взбиваем все вместе, чтобы получился легкий и воздушный крем. Вот такой получается крем. Остывший корж разрезаем на 3 части. У меня на корже получилась такая интересная серединка, поэтому я верхушку срежу. И разрезаем при помощи ножа или нитки корж на 3 части. Теперь собираем торт.
Кладем первый корж. Я буду пропитывать коржи вишневым соком. Можно сварить сахарный сироп и пропитать сиропом. Все на ваше усмотрение. Выкладываем половину крема. Разравниваем. Кладем второй корж. Слегка придавливаем. Пропитываем вишневым соком. И выкладываем вторую часть крема. Разравниваем. Кладем третий корж ровной стороной вверх. Смазываем торт абрикосовым джемом. Я взяла абрикосовое варенье и перетерла через сито. Его понадобится всего 50-60 граммов. Ставим торт в холодильник на 15-20 минут. На водяной бане растапливаем 100 граммов черного шоколада и 100 граммов сливочного масла. Достаем торт из холодильника и покрываем шоколадной глазурью верх и бока торта. И ставим в холодильник пропитаться на 4-5 часов. Торт получается невероятно вкусный, нежный и очень шоколадный. Это один из моих любимых тортов. Когда-то в очередной раз готовила этот торт на какой-то праздник и решила в тесто добавить растопленный черный шоколад. И не пожалела. Теперь готовлю только так. Торт просто превосходный. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.